Всем привет! Продолжаем читать слова назидания Абая. 1892 год. 9 слово. По роду своему казах, странно отношусь я к своему народу. Не пойму, питая к нему неприязнь или люблю. Если б любил, то без малейшего сомнения одобрял бы его поступки и среди всех черт нашел хоть одну достойную похвалы. Сердце бы мое утешилось, и душа бы возрадовалась. Моя любовь не давала бы погаснуть вере, будто мои соплеменники обладают качествами, присущими незаурядному народу. Но нет у меня такой веры. А если бы не любил, то не разговаривал бы с сородичами, не советовался, не доверял бы им свои сокровенные мысли. Просто не мог бы общаться с ними, и не было бы мне дела до того, что среди них происходит. Откочевал бы, чтоб с глаз долой, но не смог я сделать и этого. Почему я не питаю никаких надежд на то, что смогу образумить их, что они изменятся, пойдут по пути совершенства? Где спасительный выход, к которому бы я склонился? Напрасно, видимо, я считаю себя земным жильцом. Здоровый телом, я кажусь себе мертвым и не знаю, какова причина опустошения души. То ли досада на свой народ, то ли неудовлетворенность собой, или еще что-то. Я мертв духом. Сержусь, но в груди не рождается гнева. Смеюсь, но сердце не встрепенется радостью. Разговариваю, а слова кажутся чужими. В молодости, когда я был еще крепок духом, у меня и в помыслах не было бросить свой народ и уехать куда-нибудь. Я любил его и верил ему. Теперь, когда я в совершенстве узнал казахов и оборвалась последняя надежда, оказалось, у меня не стало и сил, чтобы покинуть родные края и начать жизнь среди чужих. А может, оно и к лучшему, когда прошлое не вызывает даже печали. Последние дни все же удастся прожить, уповая на будущее, надеясь на чудо. 1892 год. 10 слово. Люди молят Аллаха о ребенке. Для чего нужен человеку ребенок? Говорит, после его смерти в доме должен остаться наследник. Пусть молятся за него, надеются, что ребенок, подросший, будет кормить его под старость. И больше ничего? Что значит утверждение «в доме должен остаться наследник»? Может быть, ты просто боишься за судьбу накопленного тобой добра? Или считаешь, что был отмечен небом и оставляешь на бренной земле нетленные ценности? Но стоит ли вообще печалиться о добре, которое пережило человека? Зачем еще перед смертью понадобилось тебе застилать свои глаза туманом жадности? Хороший ребенок – радость, плохой – горе. Ведал ли ты загодя о том, какого ребенка пошлет тебе Всевышний? Ты пережил немало мук и совершил достаточно неблаговидных поступков. Почему же ты вознамерился переложить их на неокрепшие плечи сына? Выдержит ли он такую непосильную нагрузку? И так ли нужно, чтобы сын творил за тебя молитвы? Если ты при жизни делал людям добро, то и без сына будет достаточно опечаленных твоей смертью. Но если тобой содеяно немало зла, то и молитвы сына окажутся напрасными. Благодеяние надо совершать самому. Его не оставляют в долг наследнику. Просить же сына у Аллаха ради того лишь, чтобы он замаливал твои грехи, значит оберечь его на раннюю смерть. И вообще, бывали ли на твоей земле случаи, чтобы недостойный отец воспитывал благородного сына? Пустое и то, когда говоришь, что сын, подросший, будет кормить тебя под старость. Во-первых, сможешь ли ты сам употребить все силы для того, чтобы дожить до этой самой старости? Во-вторых, уверен ли ты в том, что сын, как раз подросший, будет чтить добрые традиции степняков? В-третьих, кто откажется ухаживать за тобой в старости, дорогой мой человек, если двор твой будет полон скота? И любящий сын не сможет прокормить отца, если бедствует сам. А ведь бывают дети, умеющие добывать на хлеб
и дети, бездумно спускающие все нажитое. Что, если тебе придется пожинать плоды своего воспитания? Может ведь случиться и так, что возьмешь на себя грехи сына, которого денно и ночно молясь выпросил у Всевышнего. Сперва ты обманываешь свое чадо, суля ему то одно, то другое, и радуешься сам, когда удается этим занять его. Кого же ты станешь винить, если сын вырастет лгуном? Потом ты учишь его поносить людей, потакаешь сквернословию и буянству. Проходит некоторое время, и когда сын совсем отбился от рук, ищешь муллу, наставника, недорого берущего за учебу. Тебе кажется достаточным, если сын научится всего лишь читать и писать. При этом мальчику без устали вдалбливаешь в голову, что сверстники желают ему только зла и плетут наговоры. Воспитываешь его нетерпимым и завистливым. Кого же ты станешь винить, когда однажды увидишь, что сын вырос неблагодарным, не владеющим, не ведающим милосердия? И почему вы, люди, мечтаете о богатстве, не зная толком, для чего оно вам нужно? Сперва ты молил Аллаха о том, чтобы он дал тебе достаток? Молил, и Аллах прислушался к твоей мольбе, дал силу, достаточную для того, чтобы ты мог трудиться и наживать добро. Употребил ли ты силу, дарованную тебе Аллахом, для честного труда? Не употребил. А ведь оставалось самое малое – приложить силу к делу и трудиться самозабвенно и без устали, чтобы в доме не иссякал достаток. Но оказалось, что честный труд взывает к уму-разуму, требует, чтобы ты постоянно совершенствовал свое мастерство и познал науку. И ты не захотел взять того, что положено тебе судьбой, потому что все это хлопотно. Оказалось, ты желал не достатка, а богатства, и решил завладеть богатством легким путем, используя угрозы, хитрость и попрошайничество. И вот повержены честь и человеческое достоинство, и добыто желанное богатство. Так используйте его в полной мере для получения знаний. Не способны сами, пусть это сделают ваши дети, ибо без науки нет жизни ни на этом, ни на том свете. Без нее ничего не стоит ни молитвы ваши, ни посты, ни паломничество. Но я не встречал еще человека, который, разбогатев неправдивым путем, нашел бы достойное применение своему состоянию. Бесталанно изобилие, достигнутое подлыми способами, оно оставляет за собой лишь муки, горечь и злобу. Я знал богачей, хваставших тугой мощной, потом встречал их несостоятельными. Они не забывали былого довольства, но и не стыдились ходить с протянутой рукой. 1892 год. 11 слово. Степь заполнили воровство и подстрекательство. Вор пытается разжиться кражей скота, а богач, как пострадавший, норовит вернуть свое добро с привесом. Служитель правосудия, разумеется, обдирает и истца, обещая восполнить ему убыток, и вора, суля ему свободу. Людям, считающимися себе на уме, тоже не хочется упустить кусок. А выбор у них большой. Можно, например, донести на вора, можно помочь ему скрыться, а можно искупить за бесценок краденое. Воровство процветает на ниве подстрекательства. Смутьяны ужом заползают в дома и подбивают людей на тяжбы. Одним они нашептывают, как стать властителем, другим, как отомстить своим недругам, третьим, как быстро и без хлопот набить себе карман. Они не знают покоя, не ведают стыда, избегаются туда, где пахнет произволом. Под стать баламутам, стоящие у власти, им уже совсем легко натравливать людей друг на друга и извлекать выгоду, попеременно поддерживая то одну, то другую враждующую сторону. Они и занимаются этим без зазрения совести. От этой всей вакханалии томятся простые люди. Они встают стеной за обиженного сородича, сходятся аул на аул, истекают кровью, потом ищут себе новых союзников,
где-то идут против совести, продают честь, жену, сородичей. Со временем и не разобрать, за что они сражались и чем поплатились за это. Все оказались опутанными липкой паутиной подстрекательства и вовлеченными в воровство и забыли о честном труде. Баи перестали смотреть за скотом, бедняки голодают, пустыми стали понятия о клятве, дружбе, честности и совести. Когда же наступит конец всему этому? Можно бы пресечь воров, но как укротить богачей, плодящих смутьянов? 1892 год, 12 слово. У нас не повернется язык осудить человека, который совершает то или иное дело, оставаясь благочестивым. Подкупает его чистое, благое намерение, и мы сожалеем лишь о том, что этот человек не обладает еще и знаниями. Да, мало быть богобоязненным, и хорошо, если бы люди всегда помнили два необходимых в жизни условия. Первое – это убежденность в могуществе веры. Второе – стремление к познанию ее смысла. Если кто-то уверовал, что он познал смысл религии и жизни и перестал совершенствоваться, то пусть знает, благочестие его не настоящее. Люди же, которые надевают чалму и величают себя поборниками поста и молитвы, считая только это главным в богослужении, но не знают истинного назначения веры, достойны уже всяческого осуждения. Они уподобились людям, которые вместо того, чтобы думать о возвышении души, ищут удовлетворения и покоя. Нет истинной веры без усердия и воздержанности ее слуг, без постоянного переживания и борьбы за ее чистоту и возвышенность. – 1892 год, 13 слово. Быть правоверным значит верить во всемогущество и беспорочность Аллаха и принимать иман как учение пророка о всеединстве Аллаха и земного бытия. Существует два вида служения Аллаху. Первый, когда принимает иман не только как нечто святое, но еще и знает, как защитить и укрепить его разумными доводами. Это сознательная вера. И осуществляющих ее можно назвать вероисповедателями. Второй, когда люди становятся богобоязненными после слов муллы или чтения священных книг. Этим верующим нужно обладать необыкновенной крепостью духа, чтобы их убеждения не могли поколебать ни угроза смерти, ни тысячи изощренных доводов тысяч людей. В этом случае мы имеем дело с традиционной или, как говорят, слепой верой. Понятно, что истинные верующие должны обладать бесстрашным сердцем, неукротимой волей и крепким здоровьем. А как быть с теми правоверными, которые не посвящены в божественную силу, чтобы преодолевать иман, и не настолько сильны духом, чтобы слепо следовать за верой? С теми, кто поддается уговорам и посулам, или, не устояв перед соблазном, теряет цену клятве и выдает черное за белое, а белое за черное. Храни нас Аллах от таких. Нет иного служения Аллаху, кроме названных выше двух, и тот, кто извращает иман и становится на путь отступничества, пусть знает, его ждет не милость Всевышнего, а суровая кара. Пусть же будут прокляты люди, которые следуют лживым пословицам. Нет клятвы, которую не разбудила бы сабля, и нет греха, которого не простил бы Аллах. Вот мы и прочитали очередные слова Абая. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не потерять канал. Будем читать дальше. Всем пока-пока.